Приветствую, друзья! Сегодня я предлагаю подняться до максимально возможного уровня качества вместе с топовыми наушниками от компании Epps модель 530. Базируется которая на 5 арматурных излучателях производства Sonion. Чашечки сделаны исключительно из ценных пород дерева, а кабель, кроме того, что имеет модульную структуру, сплетен из нитей золота, серебра и благородного палладия. Как вы понимаете, это просто не может стоить дешево, однако цену на них я бы назвал приемлемой. Ну а с учетом грядущих распродаж, ее еще немного можно будет скинуть. В общем, топовое звучание, каким оно и должно быть. О них сегодня и говорим. Собственно, поехали. Пришла модель в большом деревянном боксе с картонной суперобложкой, на которой нам схематично изобразили героев обзора и привели довольно подробный список из технических характеристик, где стоит отметить 5-драйверную чисто арматурную схему с импедансом в 32 Ома при чувствительности 110 дБ. На самом деле, конечно, драйвера здесь всего 3, но 2 из них спаренные, так что в сумме получается 5. Причем за бас отвечает пара 38 АМ007, на середине установлен 2389, а в качестве твиттера тоже двойной Е50ДТ. В комплект нам положили плотный кейс из кожзаменителя, щеточку для ухода за наушниками и 2 набора силиконовых амбушюр с белым и желтым сердечником. Последние просто безумно похожи на мои любимые КБ-07, даже силикон практически один в один. Кабель же – это особая гордость компании. Отдельно его можно купить примерно за 9000 рублей. Впрочем, в том нет ничего удивительного, ведь он сплетен из золота, серебра и палладия. На ощупь он мягкий, витой, с системой сменных штекеров и сопротивлением на каждый из жил равным 16 сотых Ома, что, собственно, и подтверждает его качество. Корпус чашечек полностью выполнен из ценных пород дерева и покрыт специальным лаком. Никаких отверстий на них я не нашел, однако внутри звуковода просматриваются 3 фирменных фильтра Knowles, по одному на каждый тип излучателя. Сидит модель удобно, смотрится дорого, да и ощущения от соприкосновения с кожей тут абсолютно фантастические. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный по амплитуде и затуханию импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,6%, что все еще прекрасно вписывается в сегодняшние нормативы. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ составляют классические уже значения, вообще без возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ с правильным заходом на середину, чуть более внушительная по амплитуде выделение области разборчивости, акцентная имитация ушной раковины и классический уже пик на 8 кГц, отвечающий за усиление резкости звучания. После чего целая серия акцентов нам возвращают звук в воздух и слегка подчеркивают верха диапазона. На фоне другой флагманской модели Yanyin Moonlight у героев обзора все более выраженная и эффектная. Еще больше это похоже на их же Canon 2, но с лучшим средним басом и чуть сильнее подчеркнутой верхней серединой. Настройка здесь в любом случае шикарная, сделанная по всем канонам современной психоакустики, а значит способная угодить сразу и ценителям линейной подачи, и тем, кто предпочитает хорошо оформленное такое эмоциональное звучание.
По подаче же здесь, как и следует по статусу, идеально четкое техничное звучание, сдобренное приятной слуху аналоговой теплотой, естественной для акустических инструментов массой, выразительностью и просто фантастической мелодичностью. Все музыкальное полотно буквально как на ладони, и одновременно с этим нам не навязывают детали, позволяя всласть насладиться цельными и практически живыми образами. Бас может похвастаться превосходной атакой, быстрыми затуханиями, хлесткостью и просто потрясающей передачей текстур. Впрочем, есть тут и небольшой минус. Какой-то особенной глубины и ценимой некоторыми меломанами вязкости здесь нет. То есть саббас хоть и ощутим, но не доминирует, как в случае того же динамического или планарного драйвера. А вот склейка его со средними и высокими частотами происходит настолько естественно и бесшовно, что складывается ощущение одного единственного суперизлучателя. Серединка особо не ярчит, верха тоже внимание на себя не перетягивают, при этом показывая просто потрясающую протяженность, разделение и насыщенность. Последняя, кстати, свойственна всему звучанию в целом и гармонично так сочетается с высокой динамикой, прозрачностью и натуральным тембральным объемом. А относительно погружения же тут буквально проваливаешься в пучину музыкальных вибраций. Это флагманский уровень со всеми вытекающими следствиями. Оттого в звучании нет каких-то ощутимых ям или пиков. Всего хватает, и все находится на своих законных местах. Да что там говорить, даже очень сложная оркестровая музыка дает сверхпритягательный, практически магнетичный эффект и превосходно отрисовывает тембры, на каком бы плане они ни находились. При этом воздуха в звучании вот ровно сколько нужно, ни на миллиграмм больше или меньше. Прекрасная передача как микро, так и макроконтраста и полноценные голоса с грудным началом и правильной реализацией, в том числе и на высокочастотных резонансах. Придраться даже при большом желании здесь абсолютно не к чему. Отдельно хочется отметить просто феноменальный баланс частот, ярко выраженную экспрессию и ту самую красоту построения акустического пространства. Против уже указанных мной Moonlight герой обзора намного интереснее и эффектнее. Хотя и о Яньен ничего плохого не скажу. Любите повеселее? Это к 530. Ну а Moonlight для тех, кому нужно спокойное, вдумчивое прослушивание. Сравнение же их, например, с T-Audio Hype 2 лишено всякого смысла, поскольку на фоне героев обзора у Hype 2 сильно провалена середина, зажатая эмоциональность и неоправданно высокие требования к усилительному тракту. К остальным моделям тоже есть вопросы, но то и понятно, у нас в руках флагман, а значит практически идеальное решение, с какой стороны на него не посмотри. В стилистике можно себя не ограничивать. 530-е прекрасно отыграют и шансон с тяжелым металлом, и джаз, и все остальное, что вы только сможете придумать. Этим, кстати, и отличается дорогой звук от дешевого. В дешевом нам приходится выбирать из разных качеств, а в дорогих наушниках мы получаем их все одновременно. Какой-то особо мощный источник героям обзора тоже не требуется. Согласитесь, одни сплошные достоинства. Но вот лично для меня все равно остается один вопрос. На какие из всех этих качеств оказывает влияние тот самый деревянный корпус? С одной стороны, для арматурных излучателей акустический объем не важен, а с другой здесь нет отверстий для компенсации, а следовательно вибрация от всех этих излучателей не исчезает в пространстве, а передается на деревянные стенки, а через них уже на наши уши. То есть получается такой дополнительный физический контакт с музыкой. А это, вне всякого сомнения, добавляет реализма и при этом никак не влияет ни на АЧХ, ни на искажение модели. В общем, все очень круто, с предельным погружением, эмоциональным задором, драйвом и максимально возможной техничностью. Да и вдобавок ко всему сверхмелодично, выразительно и по аналоговому тепло.
Очень рекомендую обратить на них внимание на ближайшей большой распродаже. Они того точно стоят. На их фоне львиная часть внутриканальных наушников недостойна даже упоминания. А мне, поверьте, много чего уже довелось послушать. Итогом пятидрайверные наушники EPS 530 превосходно сидят. Кабели насадки в комплект положили отличные. Максимально гармоничная настройка, идеально выверенное, техничное и при этом просто сверхмелодичное звучание. Да, с феноменального уровня погружения в материал, великолепной передачей эмоций и тем самым внутренним драйвом, который, собственно, и заставляет нас слушать любимую музыку по кругу. Соглашусь, модель не из дешевых, но оно того реально стоит. Вся моя немалая коллекция на ее фоне кажется какой-то серой массой с кучей нюансов и всяких мелких недочетов. Очень эффектный, при этом максимально точный звук. В другом сегменте такого сочетания качеств просто не бывает. Можете смело брать даже без предварительного прослушивания. Прямо очень круто. Это теперь мои новые любимчики. А на этом у меня все. Это были наушники EPS 530. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра!